Добрый день всем пчеловодам. Сегодня 19 августа. Пользуясь случаем, поздравляю всех с Днем Пасечника Украины. И хочу сегодня в этом видео ответить на вопрос, чем обрабатывать клеща, и конкретно поговорить об обработке муравьиной кислотой. Чтобы в рот не залетели, я все-таки накину сетку, а то они еще летают. Видимо, что-то еще собирают понемножку, может быть, воду носят. Я уже снимал видео, показывал, как я обрабатывал муравьиной кислотой, но я там допустил некоторые ошибки, которые нужно исправлять. Я заметил после обработки, что это повлияло как-то на открытый расплод. Да, там, где я показывал, что по безрасплоду я обработал, показывал море клеща, все прекрасно, семейка там вот где-то прекрасно развивается, с маткой все хорошо, все замечательно. То есть то, что показывал в видео, говоря по безрасплоду, все сработало шикарно. Что касается расплода, есть некоторые нюансы, как правильно применять муравьиную кислоту. Это концентрация, это дозировка, это место установки самого испарителя. Множество различных нюансов, которые нужно учитывать. Пройдемся по всем этим нюансам сегодня. Я покажу, как сделать эффективно и безопасно, и расскажу, почему именно пришел к таким умозаключениям. Также отвечу на вопрос, почему не использую полоски. Пересмотрел я нашумевшие хваленые, которые якобы все сейчас стали использовать, которые якобы работают, клещ сыпется и все остальное. По этому поводу у меня есть множество различных видео на канале. Я добавляю их в рекомендации, не буду повторяться. Посмотрите, пожалуйста, кому интересно. Особенно кому интересно, я там глянул одни полоски. Не буду называть название, это ни к чему. Но суть в том, что у них действующее вещество флуволинат. По этому поводу у меня также есть видео, даже два. Не поленитесь, посмотрите, они выглядят в виде лекции по поводу аметраза, флуволината и других химических компонентов и даже кислот. Это как лекционный материал, который просто нужно знать, как взять информацию на вооружение. Поэтому рекомендую к просмотру. А мы сейчас с вами приготовим правильную муравьиную кислоту. Итак, друзья, подробно показываю, каким образом правильно смешать воду дистиллированную, обязательно дистиллированную воду, и муравьиную кислоту концентрацией 85% для получения 65% концентрата. У вас на экране вы видите формулу, по которой я рассчитываю объемы, и также данные для 10 доз по 20 мл. То есть, например, у вас 10 семей или 5, и вы там себе поделите. Разбавленная кислота может также храниться определенное долгое время. Указанные данные по концентрату 3 года. Переходим непосредственно к самому процессу. Значит, вот здесь, в этой емкости, у меня находится дистиллированная вода. Например, для 10 испарителей, чтобы по 20 мл сделать, нужно воды 47,1 мл и муравьиной кислоты 152,9 мл. Ну, так по расчетам, понятное дело, что мы можем округлить. Итак, я сделаю немножко по другим данным. У меня на данный момент осталось еще незаполненных 12 испарителей, поэтому я, согласно формулы, беру 56,5 мл. И теперь дело за муравьиной кислотой. Ее нам нужно 183,5 мл. Дистиллировка нам уже не нужна. Сливаю ее назад. Обращаю ваше внимание еще раз в плане техники безопасности. Кислоту в воду, не наоборот. Ни в коем случае воду в кислоту добавлять нельзя. Только кислоту в воду. Перед тем, как открывать кислоту, нужно пользоваться какими-то средствами защиты. Респиратор подойдет. И обязательно использовать перчатки для защиты рук. Особенно женщинам, кожа нежнее. Можно конкретно повредить кожу, сделать химический ожог, потому что кислота считается концентрированной. Так как я делаю, не делайте. Так делать нельзя. Ну, вы сразу видите, что у меня огромный недостаток, отсутствие какой-то мерной емкости или большего шприца. Для того, чтобы правильно смешать, лучше всего использовать мензурку, которая применяется у химиков с четкой шкалой, где вы сразу сможете налить нужный объем. А так это и не совсем точно, и неудобно. Ну, зато красиво показал, как смешивается, как выглядит. Кроме показанных мною испарителей вот таких вот, такого плана, межрамочных, у меня еще есть вот такого типа. Сюда наливается кислота в эту емкость и закручивается. Смысл испарителя такого в том, что и пчелы не попадают, и мы можем конкретно
путем установления этой щели на резьбе регулировать количество испаряемой кислоты, потому что площадь определенная у нас есть, она гораздо больше, чем здесь. Недостаток в том, что, ну, кто его знает, как мы ее действительно можем регулировать, да, потому что когда мы вот так закроем, то испарение какое-то определенное, но я пробовал уже, прикрываешь больше, там она практически не испаряется и так далее. Поэтому, ну, я пришел к выводу, что где-то вот так вот оставляю примерно, особо на скорость испарения не будет влиять. И еще один испаритель, один тип, который у меня есть, которым я пользовался когда-то давно, вот такого плана. Короче, вот эти два испарителя, они неудобны тем, что на вас лежит большая ответственность по поводу испарения. Но я вам скажу так, что особо там влияет роль места установки испарителей, и скорость испарения можно сильно низкую не ставить, а так побольше открывать здесь на всю, будет нормально выходить, то есть таким образом мы не навредим пчелам. И на этот испаритель нужно что-то положить такое в центр незначительное, чтобы холстик, пленка были подняты, потому что накроют, испарения никакого не будет. И второй нюанс, первый по концентрации я вам рассказал, показал, второй нюанс — это по месту установки испарителей. Перейдем непосредственно к ульям, и я покажу, где их правильно ставить и почему. Я покажу вам на примере разных семей, для того, чтобы вы поняли принцип. Значит, в чем я ошибался до того, как вот раньше применял. Я ставил эти испарители прямо в центре гнезда. У нас всегда в центре гнезда находится расплод, вот в этой части. Больше, меньше, но в этой части. Соответственно, и матка здесь ходит, и расплод открытый, закрытый, он тоже здесь. Ученые установили, которые занимались исследованиями по испарению муравьиной кислоты именно в улье. Я, если хотите, заходите в телеграм-группу, приведу там статьи, где проводились эти работы. Это, ну, там с переводом нужно смотреть, это не на русском, не на украинском языках. Значит, ситуация такая: в момент, когда у нас кислота только помещается в улей, тем более там тепло на данный момент, она начинает интенсивно в первый момент, когда ее только туда добавляешь, начинает интенсивно испаряться. То есть есть такой как бы определенный удар, что ли, волновой эффект. Соответственно, большую дозу сразу может получить и матка, и открытый расплод. Почему над этим задумался? Я говорил, потому что заметил некоторые нюансы, что в некоторых семьях выбросили расплод. Поэтому дочитался, дорылся до истины. Сегодня хочу с вами поделиться. Вот мы открываем семейку, специально показываю, неважно сколько в ней, там 12 или 10 или 8 рамок. Суть в том, что расплод у нас вот здесь в центре находится. Вот они такие мостики настроили, красивые, молодцы. Как раз они нам пленочку приподняли, то есть вещество будет продолжать равномерно распределяться. У пчел при отсутствии вот здесь прямо над головой кислоты будет возможность проветривать улей и регулировать вот здесь в расплоде нужную концентрацию, ну то есть минимальную концентрацию, но клеща она должна цеплять. Итак, друзья, с краю расплодного гнезда. Здесь я поставил, видите, у меня вот это с саморезами, это уже заставная семья, сокращена, это вообще рой, который развился вот до такого состояния, залил все медом, пару рамок откачал, значит, вот она рамочка, у них просто дополнительная там дотация идет, они медик отсюда забирают, расплодик выкармливают, и вот сейчас погоняем клеща. Значит, испаритель у нас стоит. Беру я кислоту. Работайте обязательно в перчатках. Так, уже, видимо, пары пошли, потому что отдельные пчелки как-то немножко нервно вылетели. Итак, вот я на шприце отмерил 20 миллиметров. И сейчас попробую залить в одно отделение испарителя. Входит где-то 10, оно вот перетекло из-за наклона. И я аккуратно наливаю, пытаясь вылить все. Я делаю так удобно, чтобы шприц не щелкнул в последний момент. Бывают такие шприцы, которые щелкают. Ну вот ровно 20 влезло, в принципе, без каких-то дополнительных там перетеканий. Смотрите, обязательно, чтобы не капало. Второй момент, на который нужно обратить внимание. Первый, чтобы не капало. Второй, это чтобы не было какой-то бурной реакции у пчел. Вот мы закрываем, видим, что в принципе никакого жужжания, какого-то особого поведения не было. Вот накрыл, и сейчас немножко загудели, пошло. Но в пределах нормы, то есть в принципе какого-то
и понаблюдать обязательно за литком, чтобы пчелы не выкучивались, не вылетали. Проводить это надо в светлое время суток, чтобы у пчел была возможность, в случае чего, если что-то не так с кислотой и так далее, вылететь из улья, тем самым спасти себя. А вы понаблюдаете за этим. Значит, переходим к следующему улью. Я специально так разместил камеру, чтобы сразу можно было посмотреть на двух семьях. А здесь я испаритель расположил с другой стороны, но соблюдая тот же самый принцип. Вот здесь семейка намного сильнее. Это все 12 рамок, все с пчелами. По теории в такую семью нужно ставить 2 испарителя по краям. Но я пока попробую один поставить, посмотрю, что будет. Здесь вот у меня пчелки в испарители залезли, что-то там пытаются найти, чистят, вычищают. Я их оттуда извлекаю, потому что кислота их обожжет, опалит. Мне их жалко. Набираю также 20 мл. Мы говорим не только о концентрации, но и о количестве вещества, ориентируясь, что если у нас примерно пространство на 6 рамок, то, конечно же, и количество вещества должно быть меньше. По инструкции 20-40 мл диапазон на семью. Но, понимаете, все настолько разное у всех. У кого-то 12-рамочный улей, у меня и 12, и 10, у кого-то 10, меньше рамок, 6 и так далее. То есть вот в этом есть нюансы. Но по силе семьи мы смотрим, что примерно там 4-5 рамок расплода. Даем сначала 20 и смотрим за эффектом. Все то же самое, накрываю, закрываю эти ульи. И третий, да, уже нюанс, на который нужно здесь обратить внимание, это дно. Кислота будет опускаться у нас вниз, поэтому если у вас донья сетчатые, то их обязательно нужно закрыть. Вот я беру вкладыш чистенькой стороной, перевернул, она и эта неплохая, и вкладываю в донье, чтобы полностью его закрыть. Вентиляция будет осуществляться у пчел через нижний и верхний литок. Значит, вкладыш я вставил. Литок у меня открыт вот таким вот образом. В принципе, не из-за кислоты, а по силе семьи. Открываю верхний литок для проветривания, чтобы пчелы смогли сами себе проветрить. Здесь я еще не снял пыльцесборник. Сейчас буду этим делом заниматься. Доделывать, доставлять пчелам прилетки и так далее. Ну а пока что мы делаем тоже им вентиляцию. Видим, что в этой семье также нет никаких каких-то замеченных особенностей, нюансов, нестандартных, нештатных ситуаций. Ну и самое главное, друзья, это соблюдать температурный режим. Кислота должна работать при температуре до 25 градусов. Температурные графики в моем регионе вы видите на экране. Мне в этом помогает приложение с моих GSM весов пасечных, которые используются для наблюдения за весом улья, а также параметрами температуры, влажности, и помогают мне также следить за среднесуточной температурой. То есть я могу по ним, кроме того, что вижу вес улья, ориентироваться и видеть среднесуточную температуру для того, чтобы принимать решение по обработке, можно или нельзя, и плюс еще прогноз погоды. Посмотреть, чтобы не было дождей затяжных и не было сильной жары выше 25 градусов.